Привет, Арми. Атмосфера вокруг стадиона Стэнфорд действительно преобразилась, ее почти невозможно описать словами. Еще до начала концерта район Пало-Альто уже ощущался как центр мира для фанатов BTS. Улицы были наполнены фиолетовым цветом, а смех и ликование ARMY разносились по каждому уголку города. Длинные очереди людей тянулись бесконечно с рассвета по одной единственной причине – чтобы стать свидетелями возвращения самой популярной в мире группы после долгого, почти незабываемого ожидания. Возвращение BTS в Северную Калифорнию после 8 лет вызвало огромную волну восторга. Многие фанаты описывали этот момент не просто как концерт. Это было похоже на эмоциональное воссоединение артистов и фандома, который преданно ждал этого годами. За несколько дней до начала концерта, по сообщениям, отели в Пало-Альто и районе Эль-Камино были полностью забронированы посетителями из разных стран. Местные рестораны оставались переполненными до поздней ночи. Общественный транспорт был переполнен пассажирами в фиолетовых аксессуарах, что мгновенно дало понять всем, что район залива Сан-Франциско приветствует глобальное явление под названием BTS. Атмосферу еще больше усиливало то, что концерт еще не начался, когда тысячи ARMY уже заполнили стадион. Многие фанаты прибыли рано утром, неся складные стулья, большие зонты, прозрачные сумки и даже еду и напитки, чтобы выдержать длинные очереди за официальной атрибутикой. Некоторым это может показаться чрезмерным. Но для ARMY охота за мерчем – неотъемлемая часть эмоционального опыта, который их объединяет. Среди моря людей имена Ким Тэхёна и Чон Чингука снова оказались в центре внимания. Сообщается, что товары, посвященные Тэхёну и Чингуку, были распроданы быстрее всего, буквально через несколько мгновений после начала продаж. Эксклюзивные толстовки, фотокарточки с туров, официальные слоганы и специальные аксессуары были мгновенно раскуплены фанатами, которые часами ждали под калифорнийским солнцем. Этот феномен еще раз доказал, насколько велико влияние этих двух участников на мировую индустрию развлечений сегодня. Тэхён с его элегантной аурой и спокойной харизмой продолжает оставаться мощным магнитом, от которого трудно оторвать взгляд. Многие говорят, что внешность и обаяние Тэхёна теперь напоминают классическую мировую суперзвезду, то, что редко встречается в современную эпоху. Между тем, Чингук в очередной раз продемонстрировал, почему его считают одним из самых сильных исполнителей своего поколения. Его сценическое присутствие воспринимается как идеальное сочетание необузданной энергии и эмоциональной теплоты, заставляя поклонников чувствовать личную связь с ним. Многие ARMY признались, что были готовы пролететь тысячи километров, чтобы снова увидеть выступление Чингука вживую после долгого перерыва BTS, связанного с сольными проектами и обязательной военной службой. Интересно, что феномен в Стэнфорде был наполнен не только давними поклонниками. Дети, подростки, молодые пары и даже пожилые люди стояли в длинных очередях, делясь историями, обмениваясь фотокарточками и вместе распевая песни BTS. Эта сцена продемонстрировала, как музыка BTS успешно преодолела барьеры возраста, культуры и языка. В условиях стремительно меняющейся индустрии развлечений этот концерт также привлек внимание использованием концепции 360 градусов сцены. Считающаяся одним из самых удачных решений в организации тура, массивная круглая сцена, расположенная в центре стадиона, позволила каждому зрителю насладиться максимальным визуальным эффектом, не чувствуя себя оторванным от участников группы. Многие фанаты назвали эту концепцию одним из самых волшебных концертных событий 2026 года. С наступлением вечера и открытием ворот стадиона в 16 часов 30 минут атмосфера вокруг стала еще более эмоциональной. Тысячи светящихся палочек ARMY бомб медленно загорелись, образуя захватывающее дух фиолетовое море. Издалека бесконечные очереди людей, идущих от станции Каултрейн к стадиону, выглядели как гигантский фестивальный поток, движущийся к единому центру энергии в мире развлечений. Внимание привлек не только сам концерт, но и экономическое влияние, которое BTS оказали на Северную Калифорнию. Прибытие сотен тысяч посетителей автоматически вызвало необычайный всплеск активности на рынке для местных предприятий. Отели были полностью заполнены. Рестораны были переполнены с утра до вечера. Небольшие магазины вокруг стадиона значительно увеличили продажи.
Даже службы общественного транспорта, такие как VTA и Caltrain, ввели специальные расписания, чтобы справиться с непрерывным потоком прибывающих фанатов. Несколько наблюдателей из индустрии развлечений назвали это явление доказательством того, что BTS – это уже не просто музыкальная группа, а глобальный экономический двигатель, способный оживить целый город за считанные дни. Их финансовое влияние ощущалось в туризме, ресторанном бизнесе, транспорте и местной торговле. Радж. Вице-мэр Пало-Альто даже выразил огромную благодарность за туристический бум, вызванный концертом BTS. Многие местные предприниматели признали, что их доходы значительно выросли по сравнению с обычными днями. Для местных жителей приезд BTS стал редким событием, принесшим не только развлечения, но и очень позитивную экономическую энергию. Однако за всем этим великолепием скрывается одна вещь, которая отличает феномен BTS от других артистов – их эмоциональная связь с фанатами. На протяжении многих лет BTS известны не только своей музыкой и достижениями, но и способностью заставлять миллионы людей чувствовать себя принятыми и ценными. Тэхён со своей мягкой личностью, Чингук со своей теплой улыбкой, и каждый участник BTS обладает уникальным способом построения личной связи с ARMY. Это было отчетливо видно в Стэнфорде. Многие фанаты расплакались, просто увидев логотип BTS на экранах стадиона. Некоторые несли плакаты с выражением благодарности, потому что музыка BTS помогла им пережить трудные времена в жизни. Другие приходили с членами семей разных поколений, потому что BTS стали важной частью их жизни. С наступлением ночи и полным освещением стадиона атмосфера преобразилась, став почти неописуемой. Ликование тысяч людей разносилось по калифорнийскому воздуху. Фиолетовые светящиеся палочки двигались, словно гигантские волны, покрывая стадион. Все понимали, что являются свидетелями чего-то гораздо большего, чем обычный концерт. Многие пользователи интернета даже начали сравнивать феномен BTS с золотыми эрами Майкла Джексона и The Beatles. Сравнение возникло не только из-за огромного количества зрителей, но и из-за способности BTS оказывать колоссальное глобальное культурное влияние. Им удалось превратить концерты в социальные, эмоциональные и экономические события одновременно. Теперь главный вопрос, обсуждаемый во всем мире, как далеко BTS смогут зайти после этого масштабного возвращения. Если одни только очереди за мер были способны заполонить Пало-Альто, многие могут только представить, насколько взрывным станет ажиотаж, когда официально начнется концерт. Одно можно сказать наверняка. В тот вечер Стэнфорд стал свидетелем не просто грандиозного концерта, но и неопровержимого доказательства того, что BTS по-прежнему прочно стоят на вершине мировой индустрии развлечений. И под непрерывные аплодисменты десятков тысяч ARMY имена Ким Тэхёна и Чон Чингука вновь засияли как символы необыкновенного магнетизма, который заставляет мир влюбляться в BTS. В районе залива Сан-Франциско и раньше проходили концерты многих легендарных артистов, но тот вечер был особенным. Город превратился в фиолетовый океан, наполненный надеждой, любовью и энергией, с которой мало кто мог сравниться. И когда, наконец, зазвучит музыка, мир, вероятно, снова осознает то, что подтверждалось все эти годы. Феномен BTS еще далек от завершения. И когда последние отголоски первых аплодисментов затихнут в ночном небе над Калифорнией, одна неоспоримая истина остается ясной – это не просто возвращение глобальной музыкальной группы, это продолжение наследия, которое уже изменило современную поп-культуру. На стадионе Стэнфорда история не просто вспоминалась. Она писалась заново, в режиме реального времени, 7 артистами и миллионами сердец, объединенных одним именем BTS. И для ARMY эта ночь была более чем незабываемой. Она стала доказательством того, что сколько бы времени ни прошло, связь между BTS и их фанатами только крепнет. То, что произошло на стадионе Стэнфорда в ту ночь, вероятно, запомнится на долгие годы как один из самых эмоциональных моментов эры возвращения BTS в 2026 году. Потому что за светом, музыкой и огромными толпами людей внутри стадиона происходило нечто гораздо более мощное, эмоциональное воссоединение, которое едва ли можно описать словами. Для многих фанатов это было не просто о том, чтобы наконец-то увидеть выступление BTS. Это было о воссоединении с той частью их жизни, по которой они очень скучали. Годы ожидания, месяцы предвкушения и бесконечные онлайн-разговоры – все это привело к этому моменту.
И когда участники наконец появились на сцене, эта эмоциональная тяжесть мгновенно превратилась в чистую радость. Потекли слезы. Крики стали громче. И весь стадион замер в унисон. Это был тот самый момент, который напоминает миру, почему BTS остаются особенными. Они не просто исполняют песни. Они создают воспоминания, которые навсегда остаются с людьми. И судя по тому, что произошло в Калифорнии, одно стало абсолютно очевидным. Следующие главы возвращения BTS могут стать еще масштабнее, чем кто-либо мог себе представить. С наступлением ночи энергия на стадионе Стэнфорд только нарастала. Каждая песня, казалось, вызывала новую волну эмоций. Некоторые фанаты танцевали без остановки. Другие застыли в недоумении, пытаясь впитать каждую секунду. Момент, которого они ждали годами. И тут всех внезапно осенило. Это был не просто очередной концерт в рамках мирового турне. Это было культурное событие. Глобальный момент. Живое напоминание о том, как глубоко BTS запали в сердце миллионов. От верхних рядов до портера повсюду звучало одно послание – ожидание того стоило. Для старых поклонников это было похоже на переживание прекрасного воспоминания. Для новых поклонников это было похоже на то, как будто они наконец-то стали частью истории. А для самих участников этот вечер казался чем-то большим, чем просто выступлением, он был очень личным. Их улыбки длились дольше. Их слова звучали более эмоционально. Их связь с ARMY казалась сильнее, чем когда-либо. Под этим бесконечным морем фиолетовых огней стало невозможно отрицать одну истину. BTS вернулись, и мир был готов последовать за ними в совершенно новую эру. Но, пожалуй, самым сильным моментом вечера стали тихие мгновения между песнями. Когда музыка ненадолго затихла, стадион не затих. Напротив, десятки тысяч голосов продолжали петь вместе, создавая настолько эмоциональное звучание, что даже участники группы выглядели явно тронутыми. На несколько незабываемых минут Стэнфордский стадион перестал быть просто концертной площадкой. Он стал домом. Место, где люди из разных стран, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным поколениям, собрались ради одной общей цели – отпраздновать связь, которая никогда не разрывалась. Многие фанаты позже описали этот момент как истинное сердце вечера. Не сценические эффекты. Не хореография. Даже не рекордное количество зрителей. А чувство. Чувство принадлежности. Чувство понимания. Чувство того, что BTS каким-то образом снова сумели превратить стадион, полный незнакомцев, в одну большую семью. И по мере приближения концерта к финальным песням, тихонько начало появляться новое чувство – благодарность. Благодарность фанатов за то, что они наконец-то смогли стать свидетелями этого момента. И благодарность BTS за то, что их снова встретили с такой невероятной любовью, что она потрясла всю Северную Калифорнию. В тот вечер Стэнфорд стал чем-то большим, чем просто концертной площадкой. Он стал частью истории BTS.